16 апреля, мой слот по битку, очередной, уже 6-й день я охочусь за шортами возле точки кода. Во вкладке сообщества на канале я публикую разные интересные моменты. Переходите там, пока нет телеграмма, я туда буду все сбрасывать. Что же там есть? Вот здесь на скриншоте нажимайте на паузу по биткоину, чтобы сложились все фазы, я публикую сантимент. Вот эта группа блогеров, это я на них подписан со всего мира, это Bloomberg, тут геополитика. И вот по биткоину, что тут у нас в поиске YouTube в топе, каналы от 200 до 200 до миллиона подписчиков. Почитайте, посмотрите. Также интересно то, что рекордно за 1 час 11 тысяч биткоинов перевели на биржу. На одном графике мы видим 73 дня и 83 дня, как показывает MACD. Как мой индикатор работает. Вот здесь у нас был перехай, это 22 год, нефть была на исторических своих вершинах, и индикатор мой показывал, что это медвежья дивергенция на таймфрейме 18 дней. И был откат, тут небольшой слайд, и цена ушла вниз, а фондовый рынок начал расти. Сейчас я жду, что фондовый рынок будет снижаться. Обязательно посмотрите сегодня по битку, по фонде, индекс S&P 500 и по евро. Так, очень много аргументов, почему я сейчас уже жду снижения. Ну, фонда, она, понятное дело, может вот так вот стоять, пока все нависнет, а потом одной свечой резко все будет падать. Так, что у нас с нефтью? Это у нас что? Я закрыл, да? Сейчас я все подключаю, то оно мешает мне. Нефть я закрыл, сейчас мы ее вернем. 73 дня. Я показываю большие нестандартные таймфреймы, такой вам никто не покажет. Даже Wall-Street вот эту методику не знает. Они понятно знают, но не показывают. У нас на таймфрейме 73 дня все смотрит только в рост, только в зародыше движения. Вот примерно как вот здесь. Вот здесь у нас 73 дня только выросло, и потом мы еще раз выросли. Представьте, если фондовый только делает манипуляцию, и он будет завтра, послезавтра падать. Что будет с нефтью? Нефть будет расти, доллар будет расти, а рискованное все будет падать. Биток, фондовый рынок, акции, трежеря, понятное дело, будут расти. В общем, тут понятно, только тренд начинается. Давайте посмотрим на 18-дневку. Лайт таймфрейм 18 дней, базовый 18, лайт таймфрейм 5 дней. Тут тоже у нас все зеленое, объем зеленый, аргументов за снижение нет. А какие же должны быть аргументы? Аргументы должны быть медвежьей дивергенции. Вот как здесь, цена растет, медвежья дивергенция. Тут ничего абсолютно не наблюдается. Дальше давайте посмотрим на таймфрейм 5 дней. На 5-дневке я ожидаю, что мы будем формировать боковое движение, будем снимать вот эти ходи, и вот тут у нас уже будет медвежья дивергенция на 5 дней. И сейчас просто идет боковое движение. Так, тут разобрались. Давайте на 37 дней. 37 дней сегодня закрывается, и завтра будет новая свеча. Вот через 2 часа идет обновление будет. Тоже все только в рост. Вот сейчас как смотрите, да, и как было это на 22 году, когда мы снижались. Медвежья дивергенция, ушли вниз. Тут понятно, да? Дальше. Ну, давайте посмотрим на 9-дневку. Где она? Вот она. 9-дневка тоже. Мы приходим сюда обновлять ходи. Вот тут у нас будет медвежья дивергенция. На лайт таймфрейм 2 дня скрытая высшая дивергенция. С этим разобрались один день. Давайте на 3 дня сначала перейдем, потому что сегодня не сильно много таймфреймов. 3-дневка у нас показывает, что мы приходим обновлять. Ну, я же думаю, вы видите, если я отключу все, у меня есть цена вот здесь, да? Это дублирует цену внутри индикатора. Это индикатор, который я назвал его автотикер. Он очень мне полезен. То есть мы приходим сюда обновлять ходи, и тут у нас будут медвежьи дивергенции. Вот даже этот мы обновляем. Хай. Будет медвежья дивергенция на 3-дневке. А так у нас пока боковичок. Дальше смотрим на один день, light time frame, здесь 6 часов. На 6 часовке у нас были выше дивергенции, я вчера показывал, там вчера было много таймфреймов обновлений. Сегодня у нас это все отрабатывает, нефть немного отскакивает, фондовый немного корректируется. Вот выше дивергенция, и на дневке также была выше дивергенция. Объем у нас также показывал выше дивергенции. Вот объем показывал, мы снижались это, ну как снижались, это в рамках коррекции просто боковичок. Тут понятно, один день мы только начинаем рост. Дальше смотрим на 6-часовку. 6-часовка уже начинает показывать небольшую слабость. Вот тут тоже была выше дивергенция, вот так вот провести можно. А сейчас, вот тут уже 90 минут синхронно все идет, да, а тут пока тоже, ну как синхронность, растет 90 минут, и растет, ну как бы тренд уже начинается, и растет цена. А тут вот гистограмма и цена пока идет синхронно, ну, ничего не растет, мы не обновляем, то же самое гистограмма ничего не показывает. Так, с этим разобрались, и теперь по волатильности, 12-часовка, мы были в поддержке. Вот поддержка была, это сильная поддержка, сильно мы так уронили, туда было перемирие, и мы упали. И сейчас сделали отскок, и идет накопление, и с целью прийти на вот месячный, мы еще выше пойдем, это недельный, мы пойдем на месячный. Вот туда будет сейчас формироваться боковик, вот так вот будет все рисоваться.
Почему не будем снижаться? Потому что старший таймфрейм говорит, что нет, мы будем либо флетить, либо расти. Тут все понятно. И на меньшем таймфрейме, на двухчасовке, нефть сейчас какой-то откат делает, ну, понятно, не может оно все расти одной палкой. Мы сейчас внутри канала, двухчасовка обновляется каждый день, идет обновление канала, то тут пока боковичок мы чуть выше середины, и я ожидаю, что нефть будет идти в рост, потому что старший таймфрейм этому нам говорит и подсказывает. Тут тоже все синхронно, ничего такого. Глянем на табличку, табличка нас показывает, что от 1 минуты до 29 дней у нас показывает, что 7 часов волновой скрытой бычьей дивергенции, на 11 часах, 12 и 13 часах бычьей дивергенции, и вот 5 минутка также бычья дивергенция. Все, лайк, подписка, обязательно посмотрите по битку, по евро и по фондовому рынку. И у вас сложатся вот эти все пазлы. Я ценю ваше время, в сообществе вот это есть уже все, кому неудобно тут смотреть на ютубе видео, то там можно картинку посмотреть в сообществе. Все, лайк, подписка. И да, вот эти индикаторы можно абсолютно бесплатно получить, просто нужно зарегистрироваться по моей ссылке на любой бирже, и будете бесплатно получать доступ до индикатора и понимать, на какой стороне нужно быть рынка.